Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике посмотрим с вами контент обновления, которое разработчики нам подготовили. Также там есть анонс коллаборации. Разберемся с вами, когда все это будет происходить, на кого нужно сохранить ресурсы и как вообще все будет устроено. Присаживайся поудобнее, начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Донатов.нет можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Итак, земляне, в центре уведомлений нам доступен обзор контента обновления, либо же в моем телеграм-канале также есть краткие выжимки, подробненько подписывайтесь, ссылка в описании. В общем, давайте смотреть. Отличные новости, командиры. Наше последнее обновление. Вот тут вот... Это имеется в виду крайнее обновление, то есть, которое нас ждет, оно якобы последнее, да, потом будут еще, не думайте, что после этого обновления игра закроется, не дождетесь. В общем, выйдет 22.04 по UTC-8, это как обычно 23-го где-то там в 7-8 утра будет. В нем вас ждут новые испытания подземелья снаряжения 3, повторная коллаборация с графом Дракулой, да, на секундочку, события для всего сервера, осада Тия и многое другое. Листайте вниз, чтобы узнать все подробности. Спасибо, листаем. Как вы видите, подземелье снаряжения 3. Дата начала у нас будет 1 мая. Значит, 2 мая у нас это будет требование. Пройдите этап 18 во всех третьих рейдах для снаряжения по аналогу и первым, второй подземкой. Как вы видите, здесь у нас босс, скорее всего, будет Никса, потому что она очень похожа на скин. Только, видите, он немножечко здесь перерисованный, белое платье вместо черного. Но это, скорее всего, Никса, и я так подозреваю, что, наверное, будет связано что-то со стрелками. А еще больше я подозреваю, что там будет играть Акира, чтобы те, кто ее скипнули, в общем, очень долго и нудно кусали локти и ждали ее рерана. Следующее. Обновление разлома пустоты Эпилог. Там будут добавлены несколько новых боссов. И, как я понял, судя по отзывам с сервера первопроходцев, Годзилла, он же Траск, там что-то дает конкретно просраться. Ну ладно, посмотрим, как это будет на глобале. Я что-то думаю, что, ну, там, неделька-две максимум освоим и все закроем. Повторная коллаборация с графом Дракулой, и вот тут вот уже интересно. Дата начала уже аж 23.04, то есть сегодня у нас 16.04, это получается 24, как я понимаю, у нас будет старт графа Дракулы. Ну, жестко, конечно. Многие почему-то решили, что коллаборация будет единоразовая и больше никогда не повторится, хотя они писали о том, что в будущем возможно повторение, только когда неизвестно. И вот, пожалуйста, здесь я так понимаю, что вступил в ряд фактор того, что очень многие новички и игроки, которые начали играть после данной коллаборации, сетовали на то, что граф Дракула является ключевым героем в 66% арены, и он является метой и основополагающим звеном для билда пачек на Верховного Повелителя, и как будто бы типа без него вообще нефиг делать играть в эту арену. Вот разработчики решили его выкатить. Событие Замок Дракулы снова станет доступным, и командиры смогут получить героя коллаборации Влада Дракулу. Кроме того, одновременно откроются призывы героев коллаборации Леди Мины, графа Дракулы и доктора Ван Хельсинга, а также события по сбору осколков артефакта Леди Мины. Как я понимаю, нам дадут Влада Дракулу на 3-ю пробуду, потому что мы получим снова героя, пробудим, и получим еще камень. Поэтому у нас уже есть Влад Дракула на 1-й пробуде у тех, кто был и играл, да, во времена коллаборации прошлой. А те, кто будут первый раз забирать, получат его на 1-ю пробуду. Плюсом
будет его артефакт, который у кого-то уже плюс 25, может быть не плюс 25. У меня, честно говоря, только у доктора Ван Хельсинга не прокачанный артефакт, а всех остальных я универсалками тратил аж обидненько немножко. Теперь давайте по поводу этого события чуть-чуть более подробно. То есть у нас уже в уведомлениях написано, видите, заходим в уведомления и призыв коллаборации. То есть мы видим, что 23.04 в 23:59, ну, короче, 24 апреля, как я понимаю, да, 24 апреля это в пятницу, скорее всего. Хотя нет, походу 23-го все-таки в четверг. Обычно лимитки стартуют в четверг, все-таки может быть и 23-го. У нас будет стартовать призыв на Леди Мину, то есть ее гарантированно можно будет забрать за 200 круток. Я постараюсь ее вытянуть себе на 3-ю пробуду, потому что она у меня на 1-й. В скором времени покажу вам, как ее изменили, ее на самом деле вернули в то амплуа, в котором она раньше была с багом, но теперь она без бага будет плюс-минус такая же, как и была. Поэтому решили, наверное, и тут запустить. В общем, шанс получения следующих героев будет умножен на 20. Здесь, в принципе, все и так понятно. Дальше с ней будет и дрилька в баннере. Окей, хорошо. Вот, ха-ха-ха, ты шо? Подожди, тут вообще песня. Земляне, здесь вообще просто торпеда. У нас 24 апреля стартует вызов Духа Кровопускатель, где мы сможем в пару с доктором Ван Хельсингом выбрать себе легендарного героя на выбор. Снова нам дают это событие. Вот это прям что-то жестко. На самом деле внезапный депчик. Но на самом деле оно было и так, когда был доктор Ван Хельсинг. Поэтому круто, спасибо. Диапазон доступных для выбора легендарных героев с повышенным шансом ограничен перечисленными героями, за исключением легендарных героев-лордов, включая безымянных и так далее. Поэтому сразу же можно отсекать вопросы по типу Аякса, там можно выбрать Харца или еще кого-то. Нет, нельзя. Выбираем обычных легендарок из синих осколков и как бы все. И у меня был вопрос к разработчикам по поводу Багрового пира. Будут ли запускать события на 90 древних осколков, либо же мы будем его просто доставать. Нет, все-таки будут. Выполните 90 призывов событий Древний призыв Багровый пир коллаборации, чтобы забрать дополнительную награду героя коллаборации графа Дракула. А теперь, земляне, внимание, как это будет работать. Потому что многие и тогда спрашивали, и если вы новичок, вы опять зададите этот вопрос. А если мне граф Дракула придет раньше, чем 90 круток, я что, все, у меня получается, не смогу забрать? Нет. Вам граф Дракула дается отдельной наградой за 90 призывов в отдельном окне. Если вы достанете даже 10 графов Дракул за 90 осколков, вы получите 11 в отдельном окне. Это прям очень круто на самом деле. И здесь теперь следующий момент. Я задал вопрос разработчикам по поводу того, что не дадут ли они книгу сброса для Дракулы, потому что, как будто бы я, наверное, не буду сильно преувеличивать, если скажу, что все люди, которые сидят в топ 500 Верховного Повелителя, именно хотят сидеть там, не знаю, у них у всех граф Дракула на 5-й пробуде и огромное количество в нем именно грубых камней пробуждения. А может быть даже некоторые вливали в универсалки, мало ли. Напишите, кстати, в комментариях. Я написал, что, на самом деле будет убыточным, если разработчики не дадут книгу сброса. Объясню почему. Если разработчики дадут книгу сброса конкретно для Дракула, не обязательно там на всех героев, конкретно для Дракулы, то я даже возьму и откроюсь на графа, заберу хотя бы, если даже я заберу 2 графов, это уже будет стоить его сброса. То даже если я одного заберу, я скину, заберу 1 грубый камушек, он мне пригодится очень сильно. И за счет этого, может быть, даже затарил бы 90 призывов древних осколков, чтобы это сделать. Потому что, на самом деле, когда ты знаешь, за что ты платишь, как будто бы проще расставаться с деньгами, я так думаю. Поэтому буду ждать официального ответа от разработчиков. Они написали, ответили, что подумают, пообщаются с теми, кто вообще занимается всем этим событием, и дадут ответ. Этот ответ я напишу в своем телеграм-канале, поэтому опять-таки подписывайтесь, ссылка в описании. Все, здесь мы разобрались. 24 числа у нас Ван Хельсинг, 23 числа у нас Леди Мина и... Какого числа у нас граф Дракула? 25 числа граф Дракула.
Все это событие будет длиться аж до 10 мая. Опять 2 недели, поэтому даже фри-то-плейна вы заберете себе этого несчастного графа Дракулу. Даже, может быть, у вас будут шансы забрать Ван Хелсинга, потому что за 2 недели мы его прям выкручивали неплохо. Ну, а Леди Мина у нас также, даже Леди Мина у нас будет длиться до 10 мая. Земляне, также разработчики анонсируют возвращение события продажи пакта для рейда снаряжения 3, в которые у нас входят герои для 3-го рейда. Доступны эти наборы будут на Smile One и Кодашопе, если вдруг из Америки донатите. Короче, попросту говоря, можно себе купить Йовара. Я себе такого Йовара уже купил в прошлый раз, был такой пакт. Пожалуйста, смотрите, есть шортс на канале. Но здесь еще есть в этом паке Эловин, Алаура, Хассу, Калипсо, Кай, Никс, Розак, Сайлас, Юри. Некоторые люди очень хорошо помнят данное событие, потому что налутали себе Розаков всяких Алаур. Но, честно говоря, больше хороших героев, чем плохих. Также здесь у нас будут 20 синих круточек, алмазы 1000 штук и легендарный магический кристалл. Это если вдруг вы какого-то себе Розака купили, можете открутить 20 синих круточек и попытаться выбить еще одного Розака. Ну, на самом деле, шучу. Дальше здесь у нас будут эксклюзивные бонусные наборы за 1000 В золота, где 15 синих круточек, 100 алмазов. Это достаточно выгодное предложение на самом деле. Дальше у нас будет скидочный набор редкого призыва за 2999 В золота. Это редкие кристаллы призыва, 30 штук, 600 алмазов и 4 большие банки энергии. Ну и последний у нас скидочный набор древний призыв, который я обычно покупаю. Это за 9999 В золота, 25 древних, 300 алмазов и 16 банок энки плюс кристалл навыка. Также в бонус к этому набору, когда вы его покупаете, вам на почту еще прилетает 3 древних осколка, поэтому в сумме их 28. Так что, в принципе, неплохие такие наборы. Ну и самый такой кринжовый набор — это набор молота преобразования. Я даже не буду говорить, что там в него добавляется, поэтому забыли. Короче, если вдруг будете донатить, ссылки на магазины в описании. Также будет расписано, для кого подходит, для кого не подходит, поэтому милости прошу. Земляне, кто не играл в события коллаборации, сейчас на ваших экранах видос, где я делал кратенький обзор на данное событие. Ссылку на него я также прикреплю тут в подсказке, увидите, посмотрите. Здесь у нас как раз таки будет лагерь, где мы будем себе собирать там, захватывать лесопилки, добычу камня и золота, чтобы как раз таки мы могли нанимать героев покруче. Уровень у нас растет у Влада Дракулы. Чем выше уровень, тем больше мы можем как бы пробивать мобов на карте, так как уровень должен быть либо равным, либо выше. Поэтому здесь, если вам будет интересно посмотреть более подробно, вот, пожалуйста, это покупка героев в гостиной, которую надо улучшать. Также мы все это дело вот по карте бегаем, забираем наградки, убиваем мобов. Также вот так вот выглядит добыча пробуды и артефакта на самого Влада Дракулу. Ну ладно, мы тут не будем задерживаться. Это, в принципе, вы будете интересно, вам посмотрите уже на видосе. Давайте уже непосредственно к обнове дальше. Вот это вот интересно. Событие для всего сервера Осада Тиа. Данное событие очень давно было показано, ну, так сказать, слито в сеть с китайских серверов, как это все выглядело. Там у нас будут всякие боссы по типу Изарета. Насчет Салкаденса не знаю, будет он тут или нет. Ну, дата начала середина мая. Когда именно, непонятно. 15-16 числа плюс-минус там, думаю, в этом диапазоне. Масштабное событие для всего сервера Осада Тиа скоро начнется. Пожиратель миров Изарет безжалостно вторгается на земли Тиа ради наших общих идеалов и будущего земель Тиа. Мы призываем командиров со всего сервера, короче, объединить усилия и набить этому ублюдку лицо. Конечно, очень красивый арт. Тут мы видим, у нас стоит Алистер и всякие герои по типу Талинов. Он Сунюкун, Вальдерон летит в 3 раза меньше, чем сам Изарет. Короче, ну, прикольно. Первое. Участие всех игроков-командиры со всего сервера объединятся и соберут союзников, чтобы вместе остановить Пожирателя миров. Короче, я так понимаю, это будет какой-то кооперативный гейминг. Я не знаю, как он будет выглядеть, но кооперативный. По крайней мере, тут так написано.
Масштабная карта. Наслаждайтесь разнообразными режимами игры, такими как битва, отправка, взнос и очищение. Также доступны многочисленные усиления, которые помогут вам захватить плитки. Ну, это как раз таки вот эти соты, по которым там что-то мы там будем бегать, какие-то карты, там какой-то БС, что-то нужно будет закрывать, открывать. Но это я по своей памяти, ну, я, наверное, не буду показывать данные фрагменты, чтобы не получить какой-то страйк. Лучшие награды. Работайте вместе, чтобы победить босса. Выберите желаемое древнее снаряжение и получите случайного легендарного героя бесплатно. Как вы видите, вот пакт героя Осада Тия, сундук выбор древнего снаряжения. Мы там будем, судя, ну, по картинке, по крайней мере, я не знаю, тут нарисована магия души Рев, воевода и бессмертный воин. Но я думаю, вряд ли это... ну это если будет сундук выбора Т2 снаряжения... Печальненько, на самом деле. Лучше бы они дали сундук выбора Т1 снаряжение, которое можно было потом бабочками усилить. Ну и самоцвет разновидности. То есть осьминожка, это всегда приятно. Жалко, не будет здесь у нас хамелеона, но как будто бы что. И осьминожка тоже покатит. И как вы видите, событие сбора облика. У нас в середине мая стартанет халявный скин на Торадора. Это у нас скин, его показывали еще в дорожной карте. Вот, пожалуйста, держат слово. Скин красивый, похож, и как будто бы это все из одной вселенной, там где скин у Волки, поэтому нареканий нет. Красивый, заберем, сделаем, стопудово хотим, как минимум из-за того, что за скин дают 50 алмазов, почему бы и нет. Ну и в принципе вот обновление все закончилось, поэтому самое интересное, что конкретно я буду ждать, это вот это вот событие Осада Тия. Пишите вы в комментариях, какое событие из этого всего ждете вы. Честно говоря, на самом деле не особо сильно интересно, что там за боссы. Ну, побарахтаемся, поубиваем их, наградки позабираем, да и забудем вообще, как и с этим эпилогом, который сейчас. Ну и третье подземелье снаряжения. Все подземки дают одинаковые награды, ну в том плане, что дают 100 ключей. Тебе в месяц здесь тоже будут отдельные 100 ключей. Просто фарми без энергии, выкупай награды в магазине, забирай сундуки, молотки. Ну и все как будто бы балдей. Также добывай неопознанное снаряжение, опознавай его, продвигайся по Одиссее, потому что там вот это дебильное задание 10 неопознанных вещей опознать. Это, конечно, сильно. Вот благодаря данной подземке будет проще данное задание выполнять. Земляне, вот такой вот обзор события. Постарался вам еще дать вводные тем, кто недавно играет, какое событие у нас и что вообще будет происходить на коллаборацию графа Дракулы. Сразу скажу, что я не отношусь скептически к рерану коллаборации. Наоборот, хорошо, что разработчики думают и о новых игроках, которые не могут получить данных героев. Только вот вопрос, наверное, ну, больше закрадывается у тех, кто ждет очень давно Кигири. Почему у нас коллаборация графа Дракулы запускается уже второй раз, а какой-нибудь, условно говоря, Кигири один раз был запущен, и все. И герой на самом деле топовый, играет до сих пор, играет очень даже неплохо, и люди хотели бы его на пробуды, но, увы, его просто не реранят. У нас 3 раза уже или 4 раза был Суню-кун, хреновую тучу раз уже была Дяо Чань, уже второй раз нам запускают коллаборацию, которая будет длиться 2 недели. Эти все герои лимитированные, можно будет забрать их 2 недели. А Кигири как бы сидит и курит. Наверное, разработчикам просто не нравятся такие вот самураи, у которых нет цели, есть только путь. Поэтому такая вот ситуация. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу коллаборации, по поводу подземок, по поводу вообще всего в данном обновлении и ждете ли вы его. В скором времени запишу вам видос по поводу того, как работают новые артефакты, как отребалансили старых героев, в том числе Ледимину, Аяксов и прочее. Не забывайте поставить лайк данному видосу и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Поделитесь данным видео с сокланами, с друзьями, пусть будут в курсе, как будут работать события. Если они новенькие, как раз таки подготовятся к тому, что их ждет во время коллаборации. Не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Меня зовут Планета, и увидимся, когда увидимся. Пока-пока.